Нет худа без добра. И вынужденно и временно, снизив темп выхода роликов на нашем канале, мы можем на некоторые сюжеты посмотреть шире, потому что видим их в завершенной форме. Теперь, наконец, понятно, в чем заключался план по новому раунду Путина с Трампом. Идею можно разложить на несколько этапов, каждый из которых просто безупречен, но что-то пошло не так. Мне уже лучше, как видите. Постараемся теперь вернуться к ежедневному формату выпусков. А перед тем, как начнем этот, напомню, у нас в описании есть инструкция, как обходить блокировки. Мы ее регулярно обновляем, а спонсирует это дело MaxSwap. Они выпускают виртуальные карты, с которых можно за границей расплачиваться криптой, как обычными деньгами. Так вот, в чем был план по новому раунду Путина с Трампом? Во-первых, все время, что идет подготовка к объявленной в Будапеште встрече, все агрессивные действия Трампа как бы должны были встать на бессрочную паузу. Снова Трамп включил бы режим дипломатия-бизнес и бил бы по рукам всех, кто принялся бы рассуждать о новых санкциях и поставках вооружений. Снова всем бы рассказывал, что, мол, друг Владимир его не обманет. На этом можно некоторое время ехать. Где 2 недели, там и месяц. Где месяц, там и 2. Потенциально это динамо с согласованием позиций можно очень долго крутить. Произносить кучу слов, давать намеки и смутные обещания, создавать иллюзию прогресса, что свяжет Трампу руки. Во-вторых, когда Трамп таки привезет Путина со своей свитой в центр Европы, в гости к Орбану, в глубокий тыл НАТО, там уже без разницы будет, кто что скажет. Это будет победа путинского самомнения и самолюбия. Пропаганда впадет в припадочный восторг от того, как всех этих европейцев со всеми их санкциями и международными уголовными судами нагнули. Пока Америка с Россией между собой мир делят, жалким европейцам отведена роль где-то в районе Параши. На этом сюжете можно ехать покруче, чем на сюжете про Аляску. Ведь в Анкоридже Трамп Путина у себя принимал, он там хозяин. А тут взял и прогнул под Путина Европу, которой только остается что зубоскалить и выражать озабоченность. Ждали они Путина в Сувалковском коридоре, на танке, а он прилетел в Будапешт на самолете. Если считать всю войну и переговоры персональным для Путина развлечением, а так оно очевидно и есть, то такого рода встречи, конечно же, лучше любого Покровска. Тут Путин предстанет геополитическим победителем. В-третьих, какой бы чепухой ни закончилась встреча в Будапеште, Трамп не сможет прямо сразу после нее начать вводить санкции, давать томагавки и вообще публично ругаться. Он станет на некоторое время заложником своего нарциссизма. Какое-то время ему будет тяжело признавать публично, что он тут снова мальчиком на побегушках у Путина отработал. Что унизил себя, свою администрацию, союзников в Европе, НАТО. Всех унизил, поверив человеку, который обманывает его одним и тем же способом в течение уже почти года. Здесь стоит пару слов сказать про мага-движение, которое безусловную поддержку Израиля легко сочетает с пещерным антисемитизмом. Либертарианские взгляды там соседствуют с экономическим изоляционизмом и верой в государственное регулирование, а фанатичная религиозность не препятствует персональной распущенности. Главных звезд мага-движения мало что объединяет. Единственное, что у них общего, это вера в силу. Вера в Трампа как в самого главного на планете босса, который всех гоняет по углам. Выглядеть в глазах такой публики слабым и доверчивым – это куда хуже файлов Эпштейна. Поэтому, как бы плохо встреча ни прошла, Трамп будет вынужден некоторое время поддерживать иллюзию, будто не так все плохо. Короче, похоже, вот что-то такое в Кремле и планировали. Но, судя по всему, весь этот план держался на одном лишь предположении, что со стороны Трампа по-прежнему будет говорить Стивен Уитков. Спецпосланник Трампа Уитков был, конечно, для Путина подарком небес. Золотой билет от Вилли Вонки. Человек с полным отсутствием релевантного опыта, не понимающий ни что такое Россия, ни что такое Украина, ни что такое война между ними и почему она происходит. Он действительно не выкупает, что за люди перед ним сидят, не видят, когда врут и манипулируют. А еще Уитков с большой охотой выдает желаемое за действительное. Его к этому даже подталкивать не нужно. Он сам готов пересказать Трампу все, что ему послышалось насчет готовности Путина к немедленному миру. Смех в том, что вся эта геополитическая комбинация опиралась на веру в последовательность Трампа, на то, что у него не зачешется с утра левая пятка вместо правой, и вместо Уиткофа главным по переговорам с Россией не будет назначен кто-нибудь другой. Например, тот, кто по должности и должен быть назначен изначально – госсекретарь Марко Рубио. Сейчас поговорим о нем и что изменилось с его появлением в переговорах,
Сначала небольшая коммерческая реклама, посмотрите, пожалуйста. Прошло уже 2 месяца с тех пор, как Роскомнадзор заблокировал звонки в Телеграме и WhatsApp. Тут же Google Meet поднялся до 5-й строчки в топе установок в российском App Store. До блокировки звонков в мессенджерах он, если что, даже в топ-50 не входил. Спикеры от Госдумы тут же сказали: не переходите на Google Meet, иначе и его заблокируем. И теперь он работает в России с перебоями, у некоторых вообще только с VPN. Поэтому вместо того, чтобы искать альтернативу привычным мессенджерам, лучше сразу установить себе хороший платный VPN. Лучше заплатить и поставить себе надежную защиту от блокировок, чем остаться в неподходящий момент не только без YouTube, но и без связи с близкими. Присмотритесь, например, к Durif VPN с новейшими протоколами, которые обходят даже самые жесткие блокировки и так называемые белые списки. Он работает во время отключения мобильного интернета. Сервис использует технологию маскировки трафика. Благодаря ей провайдеры не увидят, что вы подключены к VPN, и соединение останется стабильным. Durif VPN пригодится и за границей, чтобы, наоборот, сохранить доступ к российским сервисам. Установить его можно буквально за пару минут через Telegram-бота или на официальном сайте, как вам удобно. К одному аккаунту вы сможете подключить до 10 устройств, на всю семью хватит, и еще на телевизор останется. А если пригласите знакомых, то получите бонусные дни или деньги, что сами выберете. Если в ближайшие пару недель вы купите Durif VPN, у вас будет шанс поучаствовать в розыгрыше айфона и других призов. Так что подключайтесь к Durif VPN и друзей приводите, а промокод CATS даст вам скидку в 25% на любой тариф. Это, кстати, повышенная скидка специально для моих зрителей, выгоднее обычного. Ссылка в описании под роликом. Спасибо, что смотрите рекламу, она позволяет каналу оставаться независимым. Продолжим. Так вот, Трамп неожиданно для Кремля заменил Уиткофа на Рубио. Марко Рубио не строил недвижку в Нью-Йорке, а всю жизнь занимался политикой. Он с университета рос в республиканской партии, кремлевскому жулью знает цену и понимает, как дела делаются. Одного разговора между Рубио и Лавровым хватило, чтобы весь этот схематоз кремлевский тут же рухнул. Оказалось, что сказки, которые придумали для девелоперов, не работают с политиками. Путин из ситуации, где он вот-вот нагнет и унизит Европу, угодил в ситуацию, где его самого не только унизили, отказав во встрече до предложения конкретного плана мира, но еще и собрались разорить. Стоит оценить этот момент. Он многое говорит о действиях российского государства и лично Путина, об их планировании и адекватности. А еще он очень сильно бьет по любым рассуждениям о том, что где-то там зреет сложный план успешного договорничка. Вся геополитика в данном случае, все эти четырехмерные шахматы и управление мировыми процессами без привлечения внимания санитаров, все это строилось на том, что человек, на которого вы не имеете никакого влияния, отправит с вами переговариваться не Иванова, а Сидорова. Ну, не Рубио, а Уиткофа. Причем никакого запасного плана не было. Путин с товарищами явно убедили себя за последний год. Мол, они могут обмануть кого угодно и продолжать обманывать до конца времен. А тут из-под них выбили стулья. Лихой схематоз закончился не начавшись, уперевшись в Рубио. Теперь на повестке дня уже нет никакой истории про унижение Европы. Теперь начались лихорадочные попытки вернуть даже не переговорную позицию, а, видимо, саму возможность с Трампом разговаривать. Сергей Лавров идет разговаривать на венгерский YouTube-канал Ультраханг на 240 тысяч подписчиков. И там жалуются, что США внезапно полностью изменили свою позицию по войне. Мол, хотели долгосрочного мира, а теперь хотят прекращения огня. А виноваты во всем европейские ястребы, под колоссальным давлением которых находится США. Так министр Лавров в одном интервью умудрился высказать Трампу заочную обиду, попытаться в каком-то смысле его оправдать, ведь это не его вина, а европейцев, и тут же оскорбить. Ведь марионетка европейцев — это точно для Трампа не комплимент. Путина не только отшили самым грубым образом, но еще и минимум 1 триллион рублей из бюджета забрали. И теперь он очень аккуратно, почти заискивающе говорит, мол, его не послали, а скорее просто перенесли встречу. Хотя Трамп недвусмысленно сказал, ни о каком переносе речи не идет. Без гарантий встречи не будет. Практически немедленно после того, как Трамп вместо встречи ввел санкции, в США отправился самый загадочный персонаж всего мероприятия – Кирилл Дмитриев, о котором нужно сказать пару слов отдельно. Что нам с вами известно о Кирилле Дмитриеве? Он всю свою жизнь отработал в инвестбанкинге и консалтинге. Только этот факт имеет значение для нашего случая.
Был ли он в этом деле успешен и до какой степени? Прям настолько успешен, что все вдруг принялись писать об этом апокрифические отзывы? Мы не знаем. А главное, это не важно. Будь он хоть Уорреном Баффетом, это все равно не делает Кирилла Дмитриева ни политиком, ни дипломатом. Равно как не делает его хирургом, оперным певцом, машинистом башенного крана 6-го разряда. Надо признать, такая ерунда в голове сидит у многих людей. Кажется, что человек, преуспевший в карьере, связанный с большими деньгами, или просто очень богатый человек, становится бесконечно компетентен во всех сферах жизни. Люди читают и слушают миллиардеров, всерьез воспринимая их советы по здоровью или воспитанию детей. Хотя в реальности $1 миллиард еще никого не сделал ни медиком, ни педагогом. Не верите, что финансовый успех никак не трансформируется в постороннюю компетентность? Ну, посмотрите на Илона Маска. У человека в кармане почти 0,5% мирового ВВП. Занявшись практической политикой, он за 3 месяца провалил все, к чему прикасался. Разругался со всеми, кого привел к власти. Породил такое количество скандалов, что Белый дом постарался о Маске забыть, едва тот оттуда вылетел. И не какой-нибудь Белый дом, а трамповский. Кирилл Дмитриев не политик и не дипломат. Только это имеет значение для его внешнеполитической активности. Все остальное, что о нем пишут, успехи в инвестициях, участие в слияниях и поглощениях, громкие должности, все это имеет значение только для самого Кирилла Дмитриева и его банковского счета. Почему с самого начала хороводов вокруг Трампа в личный пиар Кирилла Дмитриева были вложены такие нетривиальные ресурсы, будто его в преемники готовят? Это мы без понятия. Душа кремлевского политтехнолога – потемки. Может, таким образом пытались подчеркнуть серьезность намерений. Типа, к бизнесмену Трампу отправим важного человека из большого бизнеса заключать бизнес-сделки. Может, потому что строительство параллельных сюжетных веток должно отвлекать публику от дыры в базовом сюжете. Давайте отвлечемся от того, что переговоры никуда не продвинулись, и обсудим, какой классный у нас переговорщик. Может, сам Дмитриев или группа влияния с ним связанная имеют какие-то свои амбиции и проворачивают схематозы по случаю. Скорее всего, тут всего понемножку. Кирилл Дмитриев завел аккаунт в Твиттере. По нему понятно, на чем строится переговорная позиция. На том, что российская страна стала ярыми мага-республиканцами. Мол, мы вместе с Трампом загасим всех его врагов, значит, демократов, либералов, Обаму, Байдена, БЛМ, трансгендеров, глобалистов и коммунистов, USAID и DEI. Идея, очевидно, в том, чтобы соблазнить Трампа и самую радикальную часть его администрации на создание трансатлантического консервативного альянса, где с одной стороны будет он и Путин, а с другой геи, мигранты, Европа и Украина. План восхитительный. Если расчет с самого начала был на то, что Трампу нужны избиратели в Москве, что можно с ним выстроить политический альянс против всего Запада и военный против Украины, а запасного плана не было, то это многое говорит о строителях этих схематозов. Не дать Трампу ничего похожего на мир, но поддержать его морально. Примерно с этой же идеей Дмитриев в Штаты и отправился. Мы видим титанические попытки сорвать диалог между Россией и Штатами. Дескать, между Трампом и его премией мира стоит не Путин, а те же подлые силы, которые выдумали Russian-Gate, вмешательство России в американские выборы 2016 года. Дмитриев говорит, что донес до американских властей позицию России. Мол, решение конфликта на Украине, как он пишет, возможно только при искоренении его первопричин. Говорит, что испытания буревестника не могли стать для Трампа сюрпризом, ведь США были о них проинформированы. Также Дмитриев донес позицию Путина о бессмысленности давления на Россию и передает, что российская экономика находится в отличном состоянии. Знаете, какая проблема со всеми заявлениями Дмитриева? Он все это говорит журналистам и пишет в собственном телеграм-канале. До настоящего момента спецпредставитель президента России встретился в Штатах только с одной единственной конгрессвумен, который зачем-то подарил коробку конфет с цитатами Путина. Хотя понятно зачем. Это вообще единственная новость, которая связывает Дмитриева с каким-то официальным лицом внутри Штатов. Дмитриев в США уже несколько дней, и его приезд туда не заметил вообще никто. Только Скотт Бессент, министр финансов, в ответе на вопрос CBS назвал Дмитриева российским пропагандистом, чьи слова не стоят публикации. Если бы журналист не спросил, то он бы и того не сказал. Это и был, что ли, план на случай, если американской внешней политикой займется госсекретарь Марко Рубио, который ей, собственно, и должен заниматься, которого не получится обмануть так же легко, как Уиткофа. Получается, план в том, чтобы чисто на удачу отправить в Америку Дмитриева, который будет ходить по Вашингтону и, глядишь, кого-нибудь найдет.
А пока не найдет, будет рассказывать российской аудитории, что сказал бы Трампу, если б мог. Это поразительный поворот во всем сюжете с переговорами. Раньше все эти чудо геополитики ходили за Киевом, а теперь зачем-то хвастаются перед Трампом перспективой победы под Купянском. Да, Кирилл Дмитриев всерьез это озвучил. Теперь на их пути оказался человек, который не то чтобы прям звезды с неба хватает, но просто профессионально занимается политикой и не готов верить в зубных фей на слово. И все. Нет ничего. Никакого внятного плана на этот случай. Хотя человек этот госсекретарь, казалось бы, можно было предположить, что он займется внешней политикой. А что теперь делаем? Жалуемся на европейских кукловодов Трампа и отправляем Дмитриева погулять вокруг Капитолия, вдруг кого встретят. Иногда полезно освежить в своем сознании. Не просто так Путин угодил в сомнительное положение человека, который даже в Венгрию не может попасть без личной визы от Трампа. Помимо того, что Путин злодей, он еще и персонаж глубоко некомпетентный, который даже на таком уровне последствия своих поступков не может спрогнозировать. Ведь понятно же было, что унижение Трампа история конечная, но оказалось, что плана на случай ее окончания не было. До завтра.